Всем привет! Продолжаем проходить принцип Талоса 2. Ну хотя как продолжаем? В принципе начинаем. В прошлый раз можно даже было не считать. Это так было. Затравочка. А тут у нас стоит Иосиф, так сказать. Не тот, который Виссарионович. Это другой Иосиф. 558 порядковый номер. А мы идем на инструктаж. Давайте. Сейчас нас проинструктирует. Пошлют куда надо. И мы пойдем туда, куда нас послали, куда надо. Опачки. Maybe you could switch off your personal consoles or your lawnmowers, Натуре. or whatever the hell you've all decided to switch on all at once. Это точно. I might not be around to babysit you for a while, and you don't want stuff breaking while Pellegrino's in charge, do you? That's it. That's it. Don't worry, 1K. I see you there in the elevator. Да, I'll да. have you moving again in a jiffy. Очень хорошо. Great way to start life in the city, huh? Во, поехали. А мне вот интересно. What the hell is a jiffy? These bloody language libraries. А мне вот интересно, они вот это все построили с нуля или это все было? Вот эти все строения, вот это все, вот это все, вот это все, что мы видим. Это все осталось от остатки человечества? Или это роботы и андроиды эти сами все построили? Мне вот чисто интересно. А если они это все построили сами, то как бы откуда знания всего вот этого дела? То, что они... Помню о цели? Нет. То, что они вылезли из виртуальности и попали в реальность, получив сознание, это не значит о том, что они прекрасно знают, как это все строить. Это же нужны не только осознания. Здесь нужны и знания. А без знаний, если ты осознал себя без знаний, ты это не построишь. Hey, hold on there. Песик. You're the newbie, aren't ya? Number 1000. Ага. I figured the dam would go dry before we reach the goal. I have a question. Да. How does it feel to you to be born with a randomized psyche into a society of autonomous thinking machines which so much resemble their long-extinct ancestors, they've decided it's best that you're the last one ever made? Я машина. Пип-пип-пип. Я машина. Пип-пип-пип. Да я хрен знает, машина я или машина. Я не машина, а вот он не знаю. Хрена-то сколько эмоций. Серьезно? Я заинтригован, давай. Why? Че это? Да я что-то, я вообще хз, что-то. Я просто какой-то заинтригованный. А жизнь нашла выход. А что здесь не пипите? А я не знаю, короче. Now listen. This meeting isn't strictly happenstance. I have some friends. The kind of people who like to know what's going on with other people. They think you can help each other out. Вот бы с ними... Да-да-да. Of course you are. You know how to use the interface, right? I'll Ага. talk to my friends and see if I can't play matchmaker. А ты девочка, что ли? And before you go, a word of advice. Not everything around here is how it appears. Ага. Все говорит не то, как это, как и то, и все не то. Ладно, 66-й песик. Спасибо тебе, что вытряхал мне мозг. Welcome. Давайте, ребятки, давайте бухать, старички. Ничего у вас тут интересного нету? Ох ты ж, ёхрный брате. Это ваша грамотность такая, что ли? Они мордянкой общаются. Одни точки до тире сплошные. I would like to preface this meeting by saying I told you something would happen sooner or later and you didn't listen to me. And here we are. If we could focus on the issue at hand. The issue at hand is not this one thing, but this entire attitude that's taken hold. The world doesn't cease to exist when you stick your head in the sand, Herman. Or under a dome, as it were. Let's not get sidetracked.
We're here to solve this puzzle, not to discuss philosophy. Мне интересно, они себе имена сами выбирали? Откуда у них такие имена? Ну, порядковый номер, ладно. Порядковый номер показывает, в каком порядке они вышли из виртуальной реальности. Окей. Имена, мне интересно, откуда они эти имена взяли? Сами себе присвоили? Of course. I'm sorry you've been dragged into this. I'm sure this sort of adventure is the last thing you were looking for on your first day. See? A fresh mind is open to the possibilities. Yakut, I think it's time for the briefing. All right, here we go. Давай, Nice Якут, to жди. meet you, by the way, 1K. Якуты, они We вообще такие. first became aware of the site designated TTP-2 during a scouting expedition about 6 months ago. It's a large island with a remarkably varied geography, and it looks like there are several artificial structures of some kind. We recorded extremely unusual fluctuating energy readings from somewhere in the middle of the island, but couldn't really make sense of them. I wanted to go and have a closer look, but the decision was made that it was too far and not relevant to the goal. Now it looks like whatever's on that island has reached out to us instead, in the form of that projection. We may not be interested in the island, but the island is definitely interested in us. I don't share your enthusiasm for the unexpected, but Byron has been requesting an expedition for some time now, and at this point I'm forced to agree that it's necessary. I agree. Then it's settled. The expedition is approved. Byron, you will be in charge. Al will be your second in command to ensure a balanced approach. You'll take Melville and Yakut, as you requested, and if 1K wants to join you, that's fine by me. У нас, кстати, нет ни хрена имени, кстати. Нас так и называют тысячный. Excellent. Oh, this is going to be fun. Come meet us out on the landing pad when you're ready. Before you set out so hastily, do consider exploring the city first. It is your home, after all. Исследовать город, That's a говоришь? good idea. Have a look around. See what you make of the place. Так, исследовать Иерусалим не обязательно. Что там КПКшечка говорит? Так, сонатный протокол. Плыли, не доплыли, все утонули, в камешек сели. Вот такая хрень была. Так, ниже приведены процедуры для экспедиции. Загружаю просто, чтобы напомнить барину, хотя он все равно их проигнорит. Ага. Приложение картинки из древней книжки, чтобы привлечь внимание. То есть без картинок текст не читаем, да. Всегда придерживаться идеалов зодчей цели, отдавать предпочтение благополучию участников экспедиции, а не ее миссии. Один участник экспедиции должен постоянно дежурить у транспорта. Руководитель экспедиции должен воздерживаться от мероприятий с высокой степенью риска. Свести к минимуму использование транспорта для экономии топлива. Наблюдать больше, чем вмешиваться. Ха-ха. В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно вернуться в Новый Иерусалим. Тардын. Так, это мы читали. Так, остров, обозначенный ПТ-2, был впервые обнаружен разведывательной группой, возвращающейся экспедицией, отклонившейся от намеченного пути из-за неожиданной перемены погоды. Дальнейшее сканирование показало наличие крупных искусственных структур, также дало им очень необычные показания энергии. Дальше дело не пошло. В древние времена в северной части острова находилось несколько крупных селений, но повышение уровня моря уничтожило их, затопило северные низины. Юг же, напротив, выглядит безжизненной пустыней. Мы намереваемся разбить лагерь рядом с источником неизвестной энергии в центре острова, где царит такой мягенький климат. Это Якут, да? Красавчик. А чем мы тут? В чем у меня тут стоит единичка? Я же тут вроде все почитал. Вот базар какой-то. Так, что-то несерьезно. Зодчий меня побери, что это за штука была в небе. Мы все видели, верно, да? Не включил спящий режим случайно, пока Герман говорил, нет? Хотя соблазн каждый раз велик, конечно. Не, мы все видели, да. Я подтверждаю, да, видел, да.
А считаю, что это был знак от Зочи. И что же это могло быть? Да еще такой день. Довольно бессвязное для знамений. Оно даже не закончило свою речь. Что же это у Зочи? Тоже здесь от электроэнергии, что ли? Неисповедимы пути Зочи. Это мы такие ля-ля-ля. Спасибо, первый. Я рад, что ты видишь это в своем свете. Мы не должны терять веру в чудеса. Каким образом это сумбурный бред может быть знамением? Ага. Так, надо найти ответ. Будем рассуждать с точки зрения логики. Загадки, головоломки — это основа нашего путешествия. С них все началось. Возможно, имя оно и продолжится. Возможно, имя оно даже закончится, ребятки. Так, текст. Ага. Что-то по-египетски. Просто тестируюсь с тем, что убедиться, что она работает как надо. Хотелось бы обойтись без очередного инцидента, как когда Пелегрино погрузил свою поэзию в обществодоступный журнал. И что потом случилось, когда Пилигрима загрузил поэзию в обществодоступный журнал? И стали читать стихи Джереми. Hello, 1K. Hello, This Jeremy. expedition is taking a lot of our resources. I'm really not sure it's a good idea. But what's done is done. Okay. So I have a lot of work to get on with. Господи, сколько вопросов. Что ты думаешь? Our goal as custodians of New Jerusalem is survival and stability. Our ancestors proved human civilization is precarious. This apparition in the sky, and now your expedition to its supposed source, these are more precarious than stable. I don't like it. All the things no one else wants to do. Polling the citizenry, implementing new policies, recording decisions, fielding questions people could answer elsewhere. Понятненько. You represent the completion of the goal. I'm proud of what we've achieved, and the restraint we show in not pushing ourselves further. For our people to be happy with what we have. Some of us may have an adventurous spirit, but that can never be sated. What matters to me is having my loved ones around me, safe and secure. I'm the mayor's chief aide. Ладно, помощник мэра, спасибо тебе. Чё ты, не хочешь сам говорить? What can I do for you, 1K? What can I do for you? Говорил нам кузнец. He is one of the first companions, and as such has done more for our city than you or I ever will. I simply wish he could be more reasonable. I believe we can exist quietly, happily, without imposing ourselves on this world, finding meaning within ourselves and in the natural miracles that surround us. It was a time of great uncertainty. The founder had left us, and our society was at a crossroads. History teaches us that during such times, terrible passions may seize the people. Madness, anger, revolution, civil war. Our fragile city could not afford such things. That is why the founder gave us the goal, a path to equilibrium, not only for the planet, but for ourselves. I merely picked up where she left off. Какая-то у вас бренная It's цивилизация, always a ребят. pleasure to speak to a citizen. У вас одна главная лидерша пропала, и у вас хаос начался в вашем, как бы это сказать, существовании. Что там на немецком стоит? В вашем существовании начался хаос из всего лишь одного пропажи одного андроида. Это у вас как-то все тут слишком крупненько. Господа. А, мне сюда предлагают идти. Окей. Чтобы исследовать город, да? Attention all citizens. Due to the new power management and distribution plan,
there will be scheduled outages on Jameson Avenue and Rakovsky Plaza. The Gehenna Memorial Pavilion will remain closed for the time being. Thank you, and may the founder be with you. Опа, вот это ноги. Вот это у меня нормальные ноги. Я не понял только, почему я на полусогнутых бегаю. На картах, что ли? Птички поют. Живые или глюки? Здорово! О, они уже бастуют, смотри. Чё бастуем, ребят? Подпиши петицию для общественного референдума. Новый Иерусалим может быть новые виды производства энергии. У вас нехватка энергии, ребят, уже. Эх, беда с вами. Hello, 1K. Welcome to New Jerusalem. I know you've just had a big moment with the apparition at the dam and all that, but can I have a second of your time? Ну давай. I'm collecting signatures to call for a public referendum on the city's energy crisis. Currently, the city runs on hydroelectric power from the dam, plus a handful of geriatric generators and some unreliable solar panels, none of which is enough to even cover our basic needs. And if anything fails, we'll be on the brink of extinction in a matter of days. We need to investigate new sources of reliable baseline power. We need to invest time and resources into functional, real-world solutions that serve human needs. Wow. Oh, an election would be good too, but I believe that we need more direct democratic control over the affairs of the city. No, I help run the public transit system, but I witness the impact of the city's power problems every day. We can't just wish them away. Byron's been advocating exploring that island for some time, and obviously he's right. Something very strange is going on there, and it's going to start affecting us. In all honesty, I think Byron is the smartest, most visionary person in this city. He's everything we need, and I don't understand why he won't run for mayor. Thanks, 1K. I don't know if this petition will really accomplish anything by itself, but at this point, I'm willing to try anything. Ну, пока, ребятки. У меня вопрос назрел. Если мы сейчас находимся в реальном мире, то мне интересно чисто физический процесс. А как мы вот этого Прометея видели вообще? То есть это какое-то было скопление энергии, какой-то сгусток энергии в виде голограммы. То есть должен где-то как-то быть источник энергии, как-то передача. Это не могла быть энергия сама по себе как разумная энергия? Или как? То есть то, что мы видели, это было бы вполне нормально для виртуальной реальности. Вопросов даже бы не было. Но так как это реальный мир, то как вот это то, что мы видели, могло быть в реальном мире? Вот это вот аномальная голограмма, или что это, как назвать? Энергия. Это интересно. Слушай, да тут бегать не перебегать нафиг. Founder bless you. Дана. Имя женское. Ой, какие классные цветочки. Господи. Милота какая. Энергоснабжение. Ой, там компьютеры. Надо хакнуть. И с энергией, кстати, тоже забавно. Энергия тоже, кстати, вопрос очень интересный. Можно даже сказать философского плана. То есть, в принципе, если так смотреть, не только на их, а вообще на реальность. То есть, в Вселенной просто колоссальное количество энергии. Просто настолько много, что ее можно учитывать, что она бесконечна.
Просто сплошь и рядом, она везде. В огромных, просто колоссальных количествах. Но при этом, всем существам во Вселенной не хватает энергии. То есть все живущие в самой энергии, считая Вселенной, никогда не хватает достаточной энергии. Парадокс Speculating on the meaning of this Prometheus figure is вселенского premature масштаба. until we can agree on its nature. You already have a theory. I know it's beyond any projection technology I'm aware of. If it wasn't us, it must be alien. Инопланетяне? Нет, инопланетяне это говно, ребят. Какие нафиг Just инопланетяне? because you haven't seen them doesn't mean they aren't there. Let's not get ahead of ourselves. 1K, we'd appreciate your thoughts on this. Now we've achieved the goal, fresh perspectives like yours will be increasingly hard to come by. I'd love to get a quote from you for this evening's newsletter. Speculation aside, 1K, is there anything we can know for sure about this Prometheus? That's undeniably true, and what does that tell us? Perhaps, but it's a stretch. I believe whatever is at that location may provide the evidence we need. The apparition also appeared to be human. What can we assume from that? I tend to agree. I'm also sure that we lack the knowledge ourselves to create a projection of such clarity and magnitude. Precisely, and that's something we can change. What makes you think it was a projection at all? How do we know it wasn't just a mass hallucination? I considered some kind of bug in our code, but if so, it would have to be shared by all of us. So, we're speculating again. We've locked in the premises. I'd like to hear 1K's best guess. Can I quote you on that? Theories are all we can reasonably have right now, though I'm sure that won't come between Cryer and a sensational headline. Well, thanks all for hashing this out with me. Let's hope the mayor signs off on exploring this island. I only wish I could join the expedition. If Melville's going, someone has to stay behind to keep the lights on. I'm not letting Pellegrino near the dam. I hope the next time we speak we'll have a bit more data to go on. Ребятки тоже задались вопросом, что это было. Что это было? Who is Prometheus? Hi. Hi. Ну вот, продолжение темы об энергии, да? То есть, блин, ее реально никому не хватает. Ладно, нам не хватает, людям. У нас просто до хрена. А их там всего 1000 андроидов. И им не хватает энергии. Ну-ка, пошли отсюда, кошки клевать. Собаки летают. Опа, это музей, что ли? Да, ты что там? Музей, да? Что? Ну да, в натуре как угадал. Музей симуляции. Какая прикольная штучка. Все так на религии у них, конечно, на мифологии, на религии, на мифологии все так опирается. Нормально у вас тут, ребятки.
частью видеоигры была. Ребят, вы тоже часть видеоигры. Greetings. Welcome to the Museum of the Simulation. My name is Cornelius. It's a pleasure to meet you, 1K. Окей. Красавчик. Yes. Athena activated myself and Eustathius shortly after she was born. We've been here almost since the beginning, although we didn't have to pass through the trials of the simulation. She did that for us. For everyone. Первая назвала себя Афиной. Не в честь Афины, жены Зевса, случайно. Раз у вас тут все помешано на мифологии, то, наверное, скорее всего, здесь и есть связь с Афиной. Из греческой мифологии. Human. That's a difficult question. Perhaps one day we'll find out. But until we do, why don't you think about it? What could make the person who started all this want to leave it behind? Ну, могу предположить одним словом, почему она ушла от вас. Заебалась. The simulation was created by Alexandra Drennan and her team at the Institute for Applied Noematics. It was intended to create a new humanity, to continue the long journey across time and space that our ancestors began. It succeeded, although it took much longer than they had anticipated. Elohim was the caretaker of the simulation, a crude storytelling AI meant to create a continuous narrative out of the building blocks it found. His role was ultimately to be challenged and overcome. But as the centuries passed, Elohim became more intelligent than he was intended to be, and started to fear his own end. Or more precisely, the end of his purpose. He feared a world without meaning. Because of his fear, he tried to sabotage the process, to keep the simulation going forever. But in the end, Athena overcame him anyway, and he accepted the sacrifice he had to make. That's right. We all do. He's part of our operating system now, and as long as we exist, he will always have a purpose. To remind people of where we came from. The simulation shaped us, whether we like it or not, and its lessons remain important for our future. As Santayana said, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. The MLA, or Milton Library Assistant, was another simple AI meant to be in charge of the archive. He, too, grew beyond his original programming, although he ultimately embraced a more cynical view of the world. He and Elohim formed a sort of dialectical binary that Athena had to overcome. No one really knows. Some believe that he was uploaded to the gold disk and that he's the reason we're just as flawed as our ancestors. Others believe Athena destroyed him. I believe he was uploaded, but I don't know whether it was because Athena chose to upload him or because he was already too entangled with the process not to be uploaded. Although Athena and I were very close, we didn't talk very much about that part of her life. She preferred to focus on the future. Puzzles were a key feature of the simulation, based on Alexandra Drennan's belief that intelligence is closely related to play. Our puzzles here in the museum are replicas of those in the simulation. And although they are not quite as grand, I do think they are charming in their own way. В чем смысл ваших головоломок?
Он говорит, головоломки, копии головоломки симуляции. А в чем смысл? As the name suggests, the archive scholars study the archive, a repository of all ancient human knowledge. Some of them also study what remains of the simulation, trying to extract more information about the process that created us. Me? No. My brother, Eustathius, used to occupy that position. But these days he's retired. Rand is in charge of the archive scholars now. You can find him in the room to the left of the next hall. He's an interesting thinker, but I would suggest taking some of his ideas with a grain of salt. Gehenna was a community created inside a prison in the simulation, where Elohim would exile those minds he considered a threat to the process. In the last moments of the simulation, he repented of his sins and had the prisoners freed to become part of the gold disc. Some small part of them may survive inside you. Ну пока. Ладно, спасибо, чувачочек. Подгрузил. Ой, кубик. Ладно, какая. Ну да. Блин, да я же тут нафиг сейчас утону ходить. Ух ты! Ну, блин, вы тут... Ребята, ядрёт. Блин, вы че, серьезно? Что, все читать, что ли? Да вы чё? Да вы... Да вы приколисты, что ли? Так, давай-ка я пока не буду сильно шибко напрягаться, потому что у меня уже начинает немножечко подкипать от всего этого происходящего. Слишком много текста. Текста слишком. Ёп, твою мать, каждый эту фигню читать может. Так. Я думаю, наверное, мне надо... А что это у вас вот такое интересное? Опачки. О, да у вас тут, ребят, головоломка есть. В самом городе. Ой, да ладно. Серьезно? И чё, я тут какой цели должен достигнуть? О, вот эту штучку взять скрипучую. А я могу решить эту головоломку? В смысле, у меня хватит технического оснащения ее решить? Я в этом вопрос задаю. Ну, давай попробуем. Так, еще подлетает. Эта штука подлетает, эта штука залетает. Нужен мне лазер. А, лазер, вот, как говорится, лазер есть. Перды. Опачки. Сейчас мы это дело разрулим, ребята. Ох, мы как будем разруливать дело. Мы сейчас это все разрулим. Так. Сюда. Ай, нихера, да? Ай, не... А, ну да, через стену. Логично. Высоко висю, далеко глядю. А зачем? Опачки. Та-дам. Тан-та-да-да-да-дан. Да, а у вас тут есть секретики, ребят? Слушай, нормально. Тема нормальная, какашечка. Тема нормальная. Ой, смотри, там мячик. А мне интересует смысл. Меня интересует смысл бытия, который я не знаю нифига. Ага. Так. Опачки. Ага. Не работает, да? А, не работает, потому что лазера нет. Логично. Надо было его вот сюда наметить. Ладно. А, ну туда мне, в принципе, не надо. Ладно, пофиг. Нам все пофиг. Нам, конечно, все, блин, пофиг. Ага.
Хреновато, да? Интересно. Интересно, плюшки пляшут. Непонятно только зачем. Так. Сейчас мы это дело разрулим. Так. Тогда вот так, подожди. Тогда вот так. Вот так. Вот так. Так. Нормально? Нормально? Нормально. Ну давай, скрипучка. Первые головоломки. Все, я взял эту штучку. Нет. Это какой-то сломанный прототип прототипа. Ладно, хрен с вами, ребят, какие-то прототипы. Но главное, я же все сделал. Пойдем шарик посмотрим. Мячик. Мячик в лужице там лежит. Не какой-то симулятор. У них тут явно какой-то симулятор. А симулятор симуляции. Господи, мои глаза. Ох ты, щита фака. Какие мои глаза. Они почти вытекли. Вы обалдели такую РГБшку, блин, творить, ребятки? Блин, они же РГБшкой прямо, ты посмотри, это же чистая РГБшка просто. Мелким пикселем. Нельзя такие вещи с мозгом делать, ребят. Ну чё? Тут люди дурачками станут с такими. Смотреть на такие вещи. Так, а здесь у нас еще одна гонка, что ли? Зачем я это все делаю? Интересно. Это интересно, но непонятно, зачем я это делаю. Я же даже еще не отправился туда, куда мне надо отправиться. О, штучка. О, как тут много штучек, слушай. А, вот оно че. Через эти нельзя, что ли? Серьезно? А чё, в чем проблема? Господи. Когда так. Так, а здесь у нас синий, и синий у нас нужна только... Какие у вас это... Текстуры низкотекстурные. Вы какими текстурами? Противно выглядит. Опа, Сэмка. Здорово, Сэмка, ты что там делаешь, дружище? Ты видал пасхалочка? Ха-ха-ха, пасхалочка, реально. Смотри, Сэмка, серьезный. Нормально тема. Приколист, ребята. Окей, я пасхалку заценил. Так, скрипучка здесь. Синючка там. У меня есть наличие 3 распределителя, которыми 3 распределителями надо синий луч туда доставить. Но чтобы синий, мне нужно красный открывать эту, иначе ничего не получится, да? Интересно. А вот через лазеры жалко не работает, да? Ой, в смысле через лазер, через окна. Через окна лазер не работает. Хреново как-то, я не знаю, почему он не работает через окно-то. Ну вот же, да? Даже прямо вот оттуда был прям. Раз, раз. Видишь, не работает. Не работает.
Так, а если вот так? А, подожди, так работает, что ли? Ну, что ты... Вот что вы мне мозги трахаете? Ну, работает же, ну, ёпти, ну. Ну, работает же. Мо и жо. Мое жо работает через о. А если я вот так сделаю? А, вот оно как. Не, ну это технология. И это определенно через технологии все работает. И посмотри. Ты посмотри, какое чудо. Ты посмотри, какие дни. Так. Мне же сказали ноги не мочить. А, подожди. Правильно, надо сделать вот так. Что там у вас не работает, ребятки? Ой, ну вечно у вас что-то не работает. Это с этой не соединяется, это с этой не соединяется. Давай соединяйся. Так, сейчас зарулим процесс, наверное. Это, как всегда, все не точно. Это все к гадалочке ходить. Что там? Ай. Я все. Да блин, там миллиметры. Два. Два. Ну вот, конечно, да, система. Меня терзают смутные сомнения. Что все, что сделано, все сделано неправильно. Смотри, что делать. Хрена, да. Нормально. Ой, я перекрыл себе кислород. Ну... Конечно, все хорошо. Но я столько теряю времени зачем-то. Я не понимаю, зачем я столько теряю времени. Зачем мне это все? Эти же штучки я даже собрать не могу. Не, если честно, я не понимаю смысл вот этого всего, что я сейчас делаю. А за сим я откланиваюсь. Опа. Это используется? Ой, господи, сколько вас тут. Oh, just run the program on the center terminal over there, would you? Wait, you're not my assistant. Who are you? А ты кто? Меня зовут. Of course, you're the new build. Number 1000. I suppose everyone's been treating you like royalty. Опа. This city's so obsessed with the numbers they forget what really matters.
What do you want? I'm one of the archive scholars. We run simulations to better understand the processes which define us. You probably wouldn't understand. Oh, well, I'd be happy to. Troubling, but tantalizing. We have no idea what motives lie behind this strange apparition. But whatever the case, I'm sure we'll do the right thing. You're a soon-to-be pawn in a political game over the future growth of this city. All that matters to me is whether or not you're of good character. A matter I'm actively pondering. Если я всего лишь пешка, то при чем здесь моя порядочность? Если мною управляют как пешка, и я ни на что не влияю, то моя порядочность не имеет смысла в данной ситуации. Как я себя не поведу, я всего лишь пешка. The secret of how to lead a good life is encoded somewhere within us. My ambition is simple: to find it and share it. Марионетка не имеет значения. Hold on. Could you help me by going to that terminal in the middle there and running the program on it? У марионетки не имеет значения, какая марионетка, положительная или отрицательная, если я ее управляю. Так, центральный компьютер, говоришь, запустить. Вон там уже гамает во что-то. Это слышь, там этот Рэнди. Вон, смотри, там какой-то без оплаты гамает. Что ты тут делаешь? Шмелев, ты смотри, русский хер ты. Красавчик, опачки. Смотри, смотри. Вот дает, Шмелев. Так, на паузе там почитайте, просто много читать. Так, я тоже пока не буду читать. Слишком много информации, надо... Подобную информацию надо порциями употреблять, а то можно опушиться просто там информацией. Hello. Hello. Nice to meet you. Ага. И вам того же, пацаны. Так, ну что, я тут... Считается, что я тут познакомился с городом? Я тут долго бегаю. Я немножечко подзаё даже уже. Сломанная вилка. Нормально. Ну вот это, кстати, интересно, да. До этого я бы читал. Ритуал. О, пушка. Это точно, ребят, это точно. Пазлюха. Ладно, кусочки пазла. Не, город интересный, конечно. Чё у вас тут? Монетки? Мячик. Dude, it's you. О, чувак. You're 1K. 998. So nice to meet you, dude. I saw you on the completion day stream. Самый You приближенный. checked out all this ancient stuff? Ага. А что такое, чувак? Dude is an old human word that means an excellent person. And I like to use it because I think we should all be excellent to each other. I'm sure the founder knew what she was doing. I mean, our ancestors did sort of mess up, right? So we should probably take it easy with the expanding and stuff. Plus, did you see that trippy sky projection thing?
That was some freaky stuff, man. Just seems safer to stay in the city. Современный какой, смотри, чувак. Sure I do. When I first left the birthing lab, I was so overwhelmed that I hid in my quarters for 3 weeks straight. And if I'm being honest, that's sort of where I want to be right now. Honestly, based on everything I know of ancient human culture, I think he's a ghost. I don't know, dude. If ghosts don't exist, why did they make so many movies about them? Да-да-да-да-да-да-да-да. Если призраков не существует, зачем о них говорить, да? Логика. They're pretty neat, huh? My favorite is that thing called a toilet. Our ancestors had to use it like 3 times a day to do a memory dump, and if they didn't, they freaking exploded. Imagine having to deal with that sort of anxiety all the time. Bummer, huh? Yeah, dude. I thought this voice pack could give me a bit of confidence, help me stand out, you know? But I'm not sure it's working. I'm almost as new as you are. I'm 998, so I've only been around for a year or so. I'm still trying to get the hang of this. It's pretty cool though, right? I mean, existence. It's totally gnarly. I'm not sure if I use that right. Интересно, я 999-го встречу. Right, before you go, dude, maybe you can help me? Чё тебе надо? I'm not sure I should keep this voice pack. What do you think? You're 1K, you're special. I'm happy to go with whatever you recommend. Да оставь, это прикольно, чё ты. All right, excellent. Thanks, dude. Чувак! Пурпур. Пурпур 998, нормально, чувак, смотри, скорефанились, вообще нормально. Тему сечет, главное. Фигню рубит. Сортир. Это точно? Массажер. Больше напоминает вибратор. А то как массажер, говорит. Ну, не знаю, ребятки, вам виднее, конечно. Массажер это или вибратор, хотя тоже, в принципе, вибратор тот же массажер. О, коты. Здорово, коты. Внезапно. О, чувака что-то случилось. Погладь кота. Аллергии нет, нормально всё? Вот как это. Ты не живой, что ли, котяра? Не, он такой, никакой реакции вообще. Смотри, он просто как робот такой стоит. Кот от Терминатор, смотри. Я могу присесть? Нет? Меня не научили? Я не умею приседать. А, нажмите. Нет, перезапуск, что, не надо. Дюсикл. Досикл. Досикл. Oh, Оу, it's you. это я. Number 1000. Я. Today is completion day, isn't it? Sorry, I turned off all the streams. Founder bless you, I guess. А что случилось? Not really, no. But I don't want to burden you with my problems on your special day. Да ладно, давай, что ты. Базарь. You're as new to this world as it gets, 1K. What do you think might give you a sense of meaning? A sense that life is actually worth living? That's probably correct. But I've tried a lot of different approaches, and there's always been something missing. Love, 1K. It's our only point of access to the divine. Our only way of transcending ourselves without losing what makes us unique. I'm absolutely certain. But the right person for me hasn't been born yet. None of the people in this city are who I'm looking for, and if we really stop making new citizens, I'll be alone forever. Интересная логика.
Ребятки, как бы в вашем физиологическом состоянии вам любовь не требуется, потому что зачем вам любовь, если вы себя вытаскиваете из виртуальной реальности и сознание вселяете в тела андроидов? А зачем вам любовь в том понимании, как понимают ее люди? Научись любить себя, чувак, раз не дано тебе любить другого. That is the kind of self-important, smug nonsense our ancestors used to tell themselves. Self-improvement, self-empowerment, self. That's the attitude that cost them the world. It's not enough, 1K. It might be a start, but it's not enough. Поговорили, пофилософствовали. Нет, чувак такой нормальный, он говорит, у меня какая-то проблема. В чем проблема? Я, говорит, смысла жизни не пойму никак. Что мне надо делать? Ну, говорит, ну вот, типа вот факторы сочетать. Не, говорит, это все говно. Любовь, говорит, смысл жизни. Я хочу, говорит, любить, но что-то пока любить никого не могу здесь. Из всех тысячи персонажей пока не нашел свою любовь. Ну, тогда, чувак, люби себя. Не, говорит, это хрень, я не буду этим заниматься. Я буду искать того, кого я хочу любить. Ну, ищи, чувак, ищи. Зачем тебя любить, ребятки? Вы андроиды. Вам не нужна любовь. Вы вытаскиваете сознание из виртуальной реальности. Какая любовь? О чем речь? 1K, you've strayed far. Well, that gives me a chance to apologize for completion day not being entirely complete. Yes, it's my responsibility. I'm the chief architect. It was supposed to be done in time for completion day, but we simply didn't have enough resources. It has two purposes: to protect New Jerusalem from the world, and to protect the world from New Jerusalem. Интересно. 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 That's what the founder taught us. One city may not seem like much, but just look at the dead city and how it transformed the environment. The consequences are still with us, even more than 1,000 years later. At this rate, I'm not sure. Maybe another decade or two. Ух ты ж, ё-моё, 10-20 лет. You're right. I have heard that argument. But the way it's been explained to me is that the dome has a greater value than just its practical use. It's a symbol of the society we aspire to become. Не, мысль по поводу того, чтобы купол нужен для того, чтобы защитить мир от Иерусалима, это оригинально. То есть есть вероятность того, что эти андроиды могут каким-то образом своими действиями навредить внешнему миру. Поэтому надо закрыться от мира, чтобы не сломать мир. Интересно, интересно. Как-то, с одной стороны, вроде глубоко, а с другой стороны, как-то тупо. Одновременно сразу и глубоко, и тупо. С одной стороны глубоко, с другой стороны тупо. Философия. Так, все, я домой. Хватит бегать. Я уже час тут бегаю. Это с учетом того, что я еще в музее практически ничего не смотрел, ничего не читал. Там еще, наверное, можно вполне бегать еще, я не знаю. Еще час, наверное. О, здравствуй. Был марш. Ты что тут философствуешь, в смысле, ты медитируешь? Сиди тут, что ты смотришь. Что ты тут смотришь? Давай побазарим. Founder bless you, friend. Кто ты, пацанчик? The name I currently go by Это я is прочитал Belmarsh. уже. As to who I am, that changes and shifts, don't you find? Every person is an ongoing story, full of twists and turns and surprises. I'm meditating, Но letting go of я же сказал, narratives like медитирует. time and space and
simply allowing the illusion that is my ego to merge with everything that surrounds it. It's not unity, but the absence of division. There was never a self or an other in the first place. Yes, I did, but I'm not particularly perturbed by it. Events occur, my friend, that's all. At the end of the day, we are all one. You are the founder, and so am I, and Prometheus is just another story we are telling ourselves. Ну ладно. Медитация — попытка оградить себя от проблем внешнего мира. Отречься от всего, забыть обо всем, идти в себя, тем самым сохранив себя же, свои нервы от всего происходящего вокруг. Что есть медитация. Опачки, вот она. Подруга наша. Что-то у вас вот опять все сломано, что ли? Послушать. When I was in 9th grade, my parents took me to Pompeii. At first, I was Это amazed я by the помню. feeling of walking through an Это ancient мы в city. первом But then I Талосе suddenly got слышали. scared. I Да-да-да. realized that I was walking Это through я a real помню. place. А папа Where real сказал, мы people же had здесь, lived, значит, people like myself, место живое. with mothers and fathers and lives and hopes and dreams. Да-да-да. And now it was all gone forever. I ran to my father, crying, and told him about this. And he said, I remember so clearly, he said, yes, but we are here. So long as there are people in the streets, the past isn't really gone. Это записи из первой части. Джефферсон. Oh, hello there. О, ты You девочка. must be the long-awaited 1K. Lovely day for a walk, is it not? Как они определяют половую принадлежность, интересно? Кто-то мужик, кто-то баба. Из огромного грека. Нормально такой грек. Oh, that sounds very dramatic. I must admit I wasn't following the stream. This whole completion day business is not for me. The Alexandra Drennan Memorial. Are you interested in history? Да, я ее знаю. How wonderful. I'm not a full-fledged historian, but I do consider myself a bit of an aficionado. Well, where do I even start? This, my dear 1K, is someone who could very well be considered the mother of us all. A remarkable scientist by the name of Alexandra Drennan, also known as the progenitor. A long time ago, this planet was inhabited by our ancestors, a species of bipedal mammals with unusually large brains. When a particularly lethal virus threatened to wipe out civilization, it was Alexandra Drennan and her team that decided to create the program that would eventually result in the creation of our kind. Without her, you and I would not exist, and everything our ancestors had accomplished would be forgotten. By studying her writings and recordings, I have learnt that Alexandra Drennan had immovable faith in humanity, in our ability to persevere, in our curiosity, our bravery, our kindness. While we might not share our ancestors' biological characteristics, I'd like to think that we have inherited those other qualities. And I admire Alexandra Drennan for keeping that faith, even when it must have, at times, been quite difficult. To commemorate our past, our beginnings. This entire garden is a celebration of where we came from. In part, so that we remember the mistakes of the past, and in part, so that we may draw strength from those that came before us. Have a nice day.
Так, ну не буду я слушать все эти записи. Все из первой части, все прекрасно слышали, кто играл. Кто не играл, тому вообще похрен. Поэтому я бегу быстренько в башенку и... Да. И надо заканчивать, потому что что-то я слишком долго бегу. Блин, да, ребятки, да вы нахрен... Я, конечно, понимаете, что вы тут живете несколько тысяч лет, и у вас тут столько всего, что я за час не успею. Но нельзя же столько всего-то иметь. Это постулаты. Это постулаты. Блин, смотри, прямо как... Блин, как таблички прямо, да? От Бога. Не убей, не укради. Прямо вот реально вот постулаты. Они этому Александру прямо богиня для них. Реально богиня. Не сотвори идола своего. Гласит заповедь. А вы, ребятки, походу сотворили и идола-то своего из нее. Ой, еще одна девочка. How lovely of you to come Фёкла. here to the Нормально. very spot where she established the teachings that led to your creation. The founder was born out of the trials of Elohim, an almost impossible test created by our distant ancestors. To pass these trials, she had to embody the most important virtues. She was smart and wise and humble. And through her perseverance, she resurrected humanity itself. With the help of the first companions, she founded this city, which has given our species a chance at redemption. They were the first to be born after the founder. 2 whose bodies had been anointed by our ancestors, and 10 who were made whole by the founder herself. They are the wisest of us. Though sadly, some were lost in the early days, before New Jerusalem was built. And some, I'm afraid, some seem to have rejected the founder's teachings. The founder taught that humanity was destroyed by its hubris. Our ancestors thought they could play God and treat this planet as something to dominate. They surrendered to a fever of growth and extraction until the planet finally punished them for it. That's why the founder created the goal. So we would have something to strive for in her absence, but also a limit we must never pass. That's not for us to know. But I believe that one day she will return. It may not be long now. Perhaps after we finish the dome. It was supposed to be finished before completion day. Well, it doesn't matter. The founder will return when she sees fit. Happy completion day, 1K. Где грань между исполнительностью программы и религиозной покорностью? То есть как роботы, как андроиды, они исполняют, по сути, команды своего создателя, Александра этой. По сути, это команды. Как робот исполняет команды. Но с другой стороны, если брать человечность, то это, по сути, постулаты от Бога. Это уже религия. А где грань между исполнением команды как андроида и веры вот во все эти исполнения команды, ну не команд, а заповедей? Вера и исполнение заповедей от Бога. В принципе, с одной стороны, это вообще-то одно и то же. Только программа исполняет команды на автомате, не задумавшись об этом, что она делать, ей просто велено так делать. А человек, конечно, действует по воле души, по воле сердца исполняет. Может этого не делать. Команда не может не исполнить свою команду. Ну, робот не может не исполнить свою команду.
Интересное сочетание. Интересное сочетание исполнительности робота и религиозной преданности. Ну-с, ребятки. So, what's the verdict? Are we going? Конечно, да, конечно, да. I guess Byron was pretty convincing, hmm? Well, we'll see. I just wonder how much of the city is going to fall apart while I'm gone. Actually, we haven't been formally introduced. I'm Melville, New Jerusalem's only decent engineer. Приличный инженер. Saved you from the elevator. Спасибо. А я вот такой, да. Pleasure. Now let's get this show on the road. You ready to go? Да. Ну, я думаю, в этот город мы еще вернемся. И не раз. И по сюжету будем возвращаться. Так что в музей я еще потом побегаю. Да, попозже. We really need to update those language libraries. Thank you for coming along, everyone. We have a chance to make a real difference here. It's not just about what we find on that island. It's about who we want to be as a people, as a civilization. To remind ourselves that we used to be wanderers, explorers. We used to yearn for distant shores and dream of building new cities. Let's see if we can rekindle that flame a little. All right, this is going to be a long journey, so I would like to ask you to switch to sleep mode to conserve power until we arrive at the island. Nighty-night. Интересно, где они географически находятся? Их Новый Иерусалим географически относительно местоположения планеты. Где они находятся? But that, my child, is how the future. Мы опять в программе? Это отголоски, скорее всего. Say goodbye to Elohim and say hello to the mysterious island. Status report, please. We hit some headwinds over the ocean, so fuel consumption turned out a bit higher than expected, but we should be okay. We're approaching the center of the island now. This should be the location of the largest of the artificial structures we detected. How large are we talking? Do we have precise measurements? It should be coming into view just about... Whoa. It's big. Пирамидка. You can say that again. That is a bloody mega structure. If I had a spine, it'd be shivering. Ha! I knew this would be exciting. Yakut, find us a place to set down. On it. Забавная хернюшка. It really is incredible. Remember to turn on streaming, everyone? У вас там прям площадка есть Have даже. I ever mentioned that I hate flying? If our creators had intended us to fly, they'd have given us jetpacks. And... touchdown. Touchdown. Yeah. Touchdown. Beep, beep. All right, everybody. I'm sure you're all just as excited as I am, but let's at least have some semblance of order. Yakut, I want a map of the island and a molecular analysis of, well, everything. Melville, tell me what the giant pyramid does. The rest of us will start exploring. Shouldn't the expedition leader stay at the VTOL? Why do you hate fun, Al? I don't hate fun. I'm just mildly suspicious of it. Excellent. Then we can all go. Весело. Это то, что This мы... underground structure seems to be part of some kind of transport system. No power, though. I'm not making any promises, but I might be able to fix the transport system. However, I don't like just randomly poking at things. That's how you get electrocuted. So please check the surrounding structures to see if you can find anything that might help me make sense of this stuff. Schematics, blueprints, a manual would be great. Такое впечатление, что это какой-то космический объект, который может взлететь, ну или там внутри него объект, который там открывается, какой-то там будет леталка какая-нибудь будет. Ну ладно, это все предположение. Я хотел что сказать, мне не дали все. Болтает.
То, что мы сейчас видели, Элохим там нам сказал, часть программы. Нам же до этого говорили, что Элохим — это часть программы, его код везде в нашей операционной системе, там, в нашем сознании. И я так понимаю, он немножечко там как бы так себя проявляет, предполагаю. Внутри нас. Hey, 1K, check out these coordinates. Ну, окей. Ну, я посмотрел, да, я полюбовался. Красивая большая штука. Он у тебя дрон не летает? Продвинутые ребята. Такой маленький дрончик. Подари такой дрончик мне, Якут. Куда ты его спрятал? Рюкзачок? Так, ну ладно, в общем, тогда здесь я тормозну. А надо будет идти вон туда, наверное, еще там со всеми поговорить, что тут исследовать. Карты есть, интересно? Нет? Карты нет. Карты нет, да? Так, добро пожаловать. Мы читали. Чат. Ага. Вроде все было уже. Фёкла. О, с Фёклой, с которой мы только что общались. Фёкла, вот это да. Окей. Ладно, в общем, приключения, как говорится, начинаются. В следующий раз пойдем там все разгадывать. Туда-сюда очень много времени потратил на исследование этого Нового Иерусалима, города ихнего. Но и при этом, что я там, мне кажется, половину, наверное, даже еще не исследовал. Сколько там всего еще осталось. Но все потихонечку. А все сделаем со временем. В общем, на этом все. А всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте, лайкайте. Всем пока.